Добрый день, господа. Когда вы изучаете русский язык, вы быстро замечаете, одного человека могут звать по-разному. Например, есть человек, его зовут Александр, но друзья зовут его Саша, а бабушка зовет его Сашенька. А иногда его могут назвать Сашка. Почему так происходит? В России имя– это не просто слово, это система. Имя меняется, потому что меняется ситуация и меняются ваши отношения с этим человеком. В русском языке есть 4 уровня имени. Давайте посмотрим, когда мы используем каждый из них. Полное имя– это самое главное имя. Это имя, которое вы видите в документах, в паспорте, на работе, в школе, в банке. Это официальное имя. Примеры полных имен: Александр, Екатерина, Дмитрий, Татьяна. Когда мы используем полное имя? Первое. С незнакомыми людьми. Вы только что встретили человека. Вы не знаете его хорошо. Вы используете полное имя. Второе. В официальных местах. В офисе, на почте, в больнице, на собрании. Третье. С людьми, которые старше вас или выше вас по работе. Начальник, директор, учитель. Использовать полное имя– это уважение. Это значит, что вы сохраняете дистанцию. Вы вежливый человек. Если вы говорите «Здравствуйте, Александр», это очень формально и правильно. Сокращенное имя– это имя для друзей. Это неформальное имя. Почти у каждого русского имени есть сокращенная форма. Примеры сокращенных имен: Александр– Саша, Екатерина– Катя, Дмитрий– Дима, Татьяна– Таня. Когда мы используем сокращенное имя? Первое. С друзьями. Вы вместе учитесь или работаете. Вы друзья. Второе. В семье. Муж и жена, брат и сестра, дети и родители. Иногда. Третье. С людьми, с которыми вы говорите на «ты», не на «вы». Сокращенное имя говорит о том, что ваши отношения стали близкими. Вы не просто коллеги, вы друзья. Если ваш русский друг говорит вам «Привет, Саша», это хороший знак. Это значит, что он вам доверяет. Внимание! У некоторых имен есть 2 или больше сокращенных имени. Это может быть сложно. Александр– Саша, а иногда Шура. Имя Шура сегодня используется реже, чем Саша, но оно существует. Когда вы не уверены, какое имя выбрать, лучше спросить человека: «Как мне тебя называть?» Ласкательное имя – это самое теплое имя. Оно показывает любовь, нежность и заботу. В русском языке мы используем специальные маленькие частицы, суффиксы, чтобы сделать имя ласкательным. Примеры ласкательных имен: Саша, Сашенька или Сашуля, Катя, Катенька или Катюша, Дима, Димочка. Когда мы используем ласкательное имя? Первое. С самыми-самыми близкими. С бабушкой и дедушкой, с мамой и папой. С любимым человеком, мужем, женой, парнем, девушкой. Третье. С маленькими детьми. Ласкательное имя – это очень личная форма. Вы никогда не должны использовать ласкательное имя с начальником, учителем или незнакомым человеком. Если вы так сделаете, это будет неправильно и странно. Кроме 3 основных уровней, есть еще одна – негативная форма имени. Мы называем ее пренебрежительная или грубая форма. Эта форма имени звучит резко и часто заканчивается на «к» или «х». Примеры грубых форм:
Саша, Сашка. Маша, Машка. Дима, Димка. Когда мы используем грубое имя? Первое. Когда человек сердится. Родитель может сказать ребенку: «Ты почему это сделал, Сашка?» Здесь слышна злость или недовольство. Второе. Когда человек говорит о ком-то с презрением. Вы не уважаете этого человека, вы думаете о нем плохо или хотите показать, что он неважный человек. Например, «Эта Машка опять все испортила». Главное правило. Если вы слышите имя с окончанием «к» или «х», это почти всегда плохой знак. Человек, который говорит, недоволен или не уважает того, о ком говорит. Я настоятельно рекомендую вам не использовать такие имена. Запомните простое правило. Чем короче и нежнее имя, тем ближе ваши отношения с человеком. Если вы будете помнить эти 4 уровня, вам будет намного легче говорить по-русски и понимать, какое имя нужно выбрать в каждой ситуации. Я подготовил список из 15 самых распространенных имен в русском языке. Ссылка в описании. Учите русский и не бойтесь спрашивать. До новых встреч!